Всем привет, меня зовут Александр, на канале новая распаковка товара, приобретенного на eBay в магазине Sport-Lite, ссылки в описании. Начну с того, что около 5 лет я пользовался велосипедной аудиоколонкой компании Pindo, модель S1. Если читать слитно, получается Pindos 1. Ее немного тюнингованную версию можно приобрести по сей день на AliExpress за $12 25 центов. Колонка отличает качественный звук мощностью 2 Вт, многофункциональность, портативность, компактные размеры, прочный металлический влагонепроницаемый корпус. Если кому-то интересно, ссылка на видеообзор будет на экране. А сегодня на распаковке колонка внешне похожая на Pindo, а точнее размещением и наличием разъемов для внешних подключений, но с более широким функционалом, а точнее ее выгодно отличает наличие Bluetooth модуля, правда старой версии 2.1. Пакет прибыл из Малайзии в Беларусь за 26 дней. Причем трек номер сначала продавец указал от фейковой транспортной компании Yanwen. Затем сменился этот номер на другой почтовой службы Малайзии. И уже вот этот номер отслеживался хорошо. Оценили пакет $8, вес 174 грамма. Итак, приступим к распаковке. Прощупывается, конечно, картонная коробка. Колонка упакована в картонную коробку. Здесь вот бренд Gaseron. На коробке указан официальный сайт www.gaseron.com, а также QR-код, отсканировав который мы также перейдем на этот официальный сайт. На официальном сайте представлено 3 колонки. Это B07, BTM и BTS. Если мы перейдем на нашу модель, тут проиллюстрировано, из каких частей состоит данная колонка. А под защитной пленкой, если стереть, здесь представлен какой-то номер, возможно, для регистрации на сайте. Так, вскрываем коробочку дальше. Итак, комплектуется колонка инструкцией с иллюстрациями на китайском и по традиции на английском языках. Сама колонка в силиконовом чехле для защиты от воды, пыли и смягчения ударов представлена голубого, в моем случае есть салатового, алого или черного цветов. Также присутствует силиконовое крепление, цвет защитного чехла с 2 петлями для установки аудиоколонки на велосипеде. Один кабель USB, micro-USB, кабель зарядки и шнурок с петлей. И таков полный комплект. Она имеет компактные габариты, диаметр 43 мм и высота 90 мм. Отмечаю также малую массу устройства 100 грамм при заявленных 102 грамм. Сняв силиконовый чехол, мы обнаружим пластиковый корпус и есть винты для ее разбора. Все пластиковое, только решетка металлическая. Выкрутив 2 винта и вскрыв корпус, обнаружим, на этой части установлен динамик, здесь установлен плата и аккумулятор. Динамик на разъеме можно отключить. И аккумулятор также можно отключить. И внутри имеется вот такая плата. Извлечь не могу, потому что там вклеен внутри микрофончик. То есть это в принципе можно использовать как устройство hands-free. Здесь установлен аккумулятор 3,7 вольт на 750 мАч, а не 850, как заявлено. И вот такие основные составные части. Изначально при включении питания Bluetooth enabled. Колонка работает в режиме Bluetooth. Аудиоколонка обладает встроенным плеером для воспроизведения музыкальных файлов, оснащена усилителем с динамиком мощностью 2 Вт, заявленный частотный диапазон от 150 Гц до 20 кГц. Источником может служить любое устройство с передачей контента по Bluetooth связи или с помощью кабеля мини-джек. На торце, противоположном динамику, размещены органы управления и разъемы для внешних подключений. Это переключатель питания, входной разъем для аудиосигнала мини-джек, слот для карт памяти формата microSD, разъем для зарядки micro-USB, отверстие для фиксации
вот этого ремешка и светодиод, сигнализирующий о режимах работы данного устройства. На одной стороне цилиндрического корпуса имеются кнопочки плюс-минус регулировки громкости и кнопочка M мод выбора режима работы данной колонки. С противоположной стороны цилиндрического корпуса имеется также три кнопки. Это выбор следующего трека, выбор предыдущего трека и кнопочка пауза воспроизведения. Кнопки удобны для управления, так сильно вы их не перепутаете, потому что они имеют разную форму. Тут плюс-минус и кружочек мод, здесь стрелочки. Девайс оснащен трехцветным светодиодом для индикации его режимов работы. Основные цвета свечения это синий и зеленый. Синий используется для обозначения Bluetooth соединения. В режиме поиска Bluetooth устройства светодиод часто мигает. В списке устройств обнаруживает такой спорт-спикер. Подключаем. Connected. Так, соединение установлено. При сопряжении с устройством Bluetooth он уже горит постоянно, также в режиме паузы. При воспроизведении светодиод мигает реже. Максимальная громкость уведомляется соответствующим сигналом. SD card enabled. Режим SD-карт. При этом сразу переходит в режим воспроизведения и горит уже зеленый светодиод. Закачал на флеш-карту музыкальные файлы с расширением MP3 WAV MVA. По очередности буду включать и проверять, способна ли колонка это воспроизводить. Флеш-карта вставляется вот таким вот образом. То есть, если мы так держим, то вверх ногами она. И фиксируется до щелчка. SD card enabled. При подключении внешнего периферийного устройства есть третий режим. Auxiliary enabled. При этом у нас моргает зеленый светодиод. Но при подключении штатного кабеля зарядки, вот в данном случае от пауэрбанка, так, загорается красный светодиод. Кстати, штатный кабель используется не только для зарядки встроенного аккумулятора, но и также для обмена данными с компьютером. Подключив ему, например, к ноутбуку, в данном случае встроена microSD карточка
объемом 32 гигабайта в эту аудиоколонку, система Windows 10 определяет вот как диск E объемом 29,4 гигабайта. Ну и в принципе здесь мы этот объем можем заполнять, там, копируя или перемещая сюда файлы директории. Ну и кроме того, в устройствах воспроизведения данная аудиоколонка определяется как динамики USB, и можем с ноутбука транслировать по USB звук на колонку. Диспетчер устройств компьютера определяет как динамики вот с таким вот названием. О качестве звучания скажу так. Если контент с высоким битрейтом, то и звучание колоночка выдает хорошее. Причем на всем диапазоне регулировки громкости. Никаких перегрузок, хрипов на высокой громкости при качественной музыке нет. Динамик воспроизводит и верхние, и средние частоты, ну а нижние, в принципе, вот басы, они как колонка работает корпусом на басы. То есть вибрации корпуса передаются поверхности, на которой она находится, то в принципе басы тогда есть. Ну, когда она будет висеть на руле, я думаю, там таких сильных ярких басов не будет. Время заряда встроенного аккумулятора составило ровно 2 часа. Не понимаю, почему такая точность. Как видите, красный светодиод погас. При этом ток заряда составляет почти пол-ампера. Емкость составила 727 мАч. И это близко к значению, которое было отражено на корпусе аккумулятора. Емкости встроенного в колонку аккумулятора хватило на прослушивание музыки в течение 9 часов. 9 часов прослушивания музыки в различных режимах, ну и как правило на максимальной громкости, потому что динамик маленький, всего 2 ватта. И я слушал всегда плюс по плешку, как говорится. И за 5 минут до разрядки аккумулятора в динамике слышится уведомление на английском языке о том, что необходимо зарядить аккумулятор. Это уведомление повторяется 3 раза, и после этого колонка выключается. Ну и так подытожим. Скромные габариты удобны при транспортировке и в процессе использования. Очень компактное устройство, так вот легко скрывающееся в руке. Также к плюсам отнесу наличие Bluetooth модуля и возможности проигрывания музыкальных файлов большинства форматов с microSD карточки объемом даже 32 гигабайта. Приемлемое звучание, воспроизведение басов, которые не столько слышны, но больше осязаемые. То есть они скорее воспроизводятся не динамиком, а соприкасаемыми с колонкой поверхностями. Также к плюсам отнесу привлекательный дизайн, аккуратное исполнение всего изделия. Ну и отдельные кнопки регулировки громкости и переключения треков, а также их удобное размещение. Ну и, конечно, наличие в комплекте дата-кабеля. Ну а недостатки — это хрупкий пластиковый корпус, отсутствие FM-радио, выхода для наушников. Последний недостаток, наверное, наиболее существенный. Небольшая мощность, всего 2 ватта, которой будет недостаточно при прослушивании музыки при движении возле магистрали с интенсивным движением автомобилей. Ну и также к минусам отнесу отсутствие в комплекте кабеля для внешних подключений с интерфейсом мини-джек. Довольно примитивное хлипкое крепление колонки на руле. При движении по гравийке кочкам устройство будет болтаться как сосиска. Говорить о какой-то пыли, влагозащите здесь не приходится, потому что даже при наличии силиконового чехла весь интерфейс устройства в открытом виде. И хороший проливной дождь может вывести колонку из строя. Ну и всего вышесказанного делаю вывод, что это не столько велосипедная колонка, сколько походная. Или колонка для небольшого пикника. По критериям удара, пыли, влагозащиты, комплектации она проигрывает плееру Pindo S1, о котором я говорил в начале ролика.
У той даже мешочек для хранения переноса был. Ну, а также более надежное крепление на руль и с помощью лент на липучках и металлический корпус. Однако скромная цена, привлекательный дизайн, качественное исполнение толкнет потребителя сделать выбор в ее пользу. В любом случае, ссылка в описании. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Подписываемся на канал. Обязательно скоро увидимся в новых видеороликах. Пока, удачи!